Все, можно начинать точить фюзеляж. Вот так я кабину приклею, когда подводная лодка получается. Изделие готово. Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. Новый год позади, впереди 23 февраля. И мне хотелось бы предложить своим мальчишкам изготовить для пап подарок в виде сувенирного самолета МиГ-15. Материалы, чертежи, все я приготовил. Сейчас сделаю сам. Что получится, посмотрим. Итак, начинаем. Фюзеляж и кабину я выточу из березового бруска. Стойку, крыло и стабилизатор сделаю из 3-миллиметровой фанеры. Ну а самую нижнюю стойку сделаю из 10-миллиметровой фанеры. Чтобы мальчишкам было проще работать, я думаю, что вначале шаблоны надо вырезать. Фюзеляж, я думаю, что вид сверху вырежу и буду его использовать в качестве шаблона при точении. Очень важно расположить заготовки оптимально, чтобы было как можно меньше отходов. Ну вот я думаю, что, наверное, это будет как-то вот так. Теперь я вооружаюсь лобзиком и начинаю пиление. Заготовки я выпилил, и можно приступать к изготовлению фюзеляжа. Для изготовления фюзеляжа я буду использовать вот эту заготовку. С одной стороны я уже запилился, а с другой стороны я буду искать центр при помощи специального центроискателя. Я вот его сделал своими руками из оргстекла. Вот и все. Сейчас намечу шилом. В принципе, готово. Я сделал специальные подручники на всю длину станка, и сейчас я опробую в работе. Надежно закрепляю, поджимаю пиноль задней бабки, проверяю подручник, делаю несколько поворотов. В принципе, заготовка у меня достаточно круглая, поэтому я думаю, что сделать ее будет не хитро. А шаблон мне говорит о том, что вот у меня заготовка-то как раз и здесь, наверное, по самый край она будет. Ну что, делаю первый пробный запуск. Все, можно начинать точить фюзеляж. Так вот, накладываю шаблон, смотрю, сколько надо еще проточить, и продолжаю. Конечно, если вы плохо владеете мейселем, то вы можете все это проделать при помощи рейера. И я думаю, что ничего хитрого нет, хотя смотрите сами, когда вы работаете при помощи рейера, качество получается гораздо ниже. И придется потом все это тщательно вышкуривать при помощи шкурки. Поэтому я продолжаю мейселем. Как вы видите, качество совершенно иное. Снова прикладываю шаблон. При точении с правой части возле задней бабки надо быть очень аккуратным, чтобы резцом не влететь во вращающиеся элементы. Поэтому вовремя надо инструмент останавливать. Так будет выглядеть фюзеляж у самолета. Сейчас надо просто его немножечко обработать шлифовальной шкуркой. Готовый фюзеляж. Я его снимаю, и мне остается просто его спилить при помощи ножовки. Точить кабину я буду вот из такого вот обрезка. Другой бы давно уже их выбросил, а у меня в мастерской много накопилось. Вот тут уже все как раз запилено. И мне остается просто поставить. Я специально использую самый короткий подручник. Моя задача выточить кабину и оставить часть заготовки, чтобы можно было ее затем зажать в тисках и
эту кабину распилить вдоль напополам. Эту часть зажимаю, из этой точу кабину. Кабина готова. Ну, а теперь зажимаю и аккуратно распиливаю. Две кабины у меня получилось. Немножечко пошлифовать и все. Кабина для самолета готова. Сейчас мне ее надо установить на фюзеляж. Вот я установил фюзеляж в задний зажим верстака. По шаблону я прикинул, где у меня должна располагаться моя кабина. Ну вот примерно так. И сейчас мне нужно при помощи рубанка аккуратно вот это место срезать, чтобы появилась плоскость. И на эту плоскость нужно будет приклеить кабину. Я взял маленький рубанок-носорог, и вот им сейчас я тихонечко эту плоскость сделаю. Вот так я кабину приклею. Какая-то подводная лодка получается. Крылья будут располагаться вот таким вот образом, с нижней части. Поэтому мне тоже нужно прострогать там небольшую плоскость. И чтобы сделать это ровно, я сейчас вот так вот карандашиком отмечу с этой стороны нижнюю часть и с этой стороны нижнюю часть. И сделаю разметку. Вот примерно это место мне надо сейчас построгать, чтобы получилась плоскость. На эту плоскость я и установлю крылья. Мне нужно будет просверлить два отверстия, и я эти крылья поставлю на маленькие саморезы. Кабину я приклею на клей. Ну и минут 15 зажму в заднем зажиме верстака. Пока у меня высыхает кабина у самолета, я постараюсь сделать нижнюю стойку, на которой будет крепиться вся конструкция. Ну вот она будет крепиться так. 10 на 15, наверное, будет достаточно. Поэтому сейчас я сделаю разметку на фанере. Своим мальчишкам я помогу напилить из фанеры вот эти нижние подставки. Эту прорезь тоже можно выпилить при помощи ленточной пилы, чтобы упростить задачу. Ну, вот так выглядит стойка сейчас. Клей схватился. И вот сейчас необходимо на задней части фюзеляжа точно так же пропилить небольшую прорезь. При помощи этой прорези вставить самолет в стойку. Сейчас я сделаю разметку. Вот такой вот надо сделать пропил. Сухая сборка. Так я должен установить на стойку сам самолет и приделать к нему стабилизатор. Ну а потом всю конструкцию установить в итоге на нижнюю стойку. Ну а сейчас я свое изделие соберу окончательно на клей Момент Столяр ПВА. Ну, в общем, все. Теперь надо подождать минут 15. Самолет почти готов. Осталось его только покрыть лампадным маслом. Изделие готово. Итак, уважаемые зрители, вот такая модель самолета МиГ-15 у меня сегодня получилась. Надеюсь, что мальчишки сумеют сделать ничуть не хуже. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь.
Заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всего вам самого доброго. Пока.